Привет! Это тостер у нас не заканчивается, интересное о домашней технике. Более 500 видео в разных плейлистах, ну подписывайтесь, ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. Это видео дополнит наш плейлист о духовых шкафах. Не просто расскажу, но и продемонстрируем в работе одну из топовых духовок Куперсберг. Посмотрите на нее сначала. Все же, когда нужна духовка, мы смотрим, чтобы подходила к интерьеру кухни. Вот и представьте ее на своей кухне, на своей новой кухне, например. Черный стеклянный фронтальный профиль, полностью сенсорный контроль работы, гладкая панель управления, без кнопок, без регуляторов поворотных, но это и симпатично, и просто в уходе. И очень крутой штрих — это ручка дверцы, но она добавляет премиальности духовки, если хотите. Впрочем, она и технологически, функционально, реально вполне такая премиальная. Об этом подробно будет далее. И, кстати, она еще отлично смотрится в паре со встраиваемой микроволновкой Куперсберг. Они, собственно, и созданы, чтобы быть вместе на кухне. Даже управление у СВЧ-печи такое же сенсорно-слайдерное, как и у духовки. В общем, полный комплект. Пишите в комментариях, как вам дизайн. Сейчас у нас очень интересный реальный эксперимент. Готовим в этой духовке одно блюдо, но двумя разными способами. Один розбив методом су-вид, а другой розбив по классике запекаем, но с использованием термощупа, чтобы мясо внутри было именно таким, каким нам надо, розоватым и нежным. Я надеюсь, что и с су-видом тоже все хорошо и вкусно получится. Приготовление су-вид низкотемпературное в вакуумном пакете, что позволяет добиться сочности и супервкусных результатов. Впрочем, это все мы проверим в нашем с вами конкретном случае. Однако оно занимает больше времени, но для вас не больше, чем продлится это видео. Просто смотрите далее. Ничего особенного с мясом делать не нужно. Просто берете правильную говядину, совсем не обязательно вырезку. Она, на мой взгляд, простовата для розбифа, слишком постная. Лучше кусок задней ноги или ягодичной части, рам, погузок. Только не берите слишком маленький кусок, не менее килограмма, а лучше 1,5 или даже 2. Плюс смотрите, чтобы мясо было с жировыми прожилками, такое мраморное. Нам, кроме мяса, понадобились только оливковое масло, соль и перец. Не усложняли, но рецептов розбифа много, выбирайте любой. Важно другое, чтобы духовка соответствовала вашим кулинарным задачам. И вот тут самое интересное. Вы, наверное, ждете, что здесь есть какой-то специальный режим для су-вид. Нет, его нет, в том-то и дело. Суть эксперимента в том, чтобы попробовать приготовить мясо этим способом, используя обычный режим нагрева, в частности, нагрев сверху и снизу, классику. В этой духовке Куперсберг широкие температурные возможности, это важно. Нагрев от 30 до 250 градусов, в частности, в выбранном нами режиме. Мясо мы натерли солью, перцем и маслом и поместили в вакуумный пакет с помощью вакууматора. И дальше самое интересное. Обычно способ су-вид подразумевает готовку в специальной емкости с водой, куда опускаются продукты в пакете и входящий в комплект термостат. В духовках с парогенератором для су-вид используется пар. Зачем все это нужно? Правильно, чтобы поддерживать вокруг продукта нужную температуру. Нам, в частности, нужна температура 63 градуса. Так мясо должно получиться сочным, но не сырым. Ее-то мы и устанавливаем. Духовка нагревается, и мы инфракрасным термометром проверяем температуру в 3 местах. Верхний нагреватель, нижний и решетка, которая между ними. Важно, чтобы значения на всех 3 уровнях были максимально близки. Это означает, что достигнута стабильная температура по всему объему духовки. Именно это нам и нужно для су-вид. И мы видим, что так и есть. Температуры в 3 точках очень близкие. А если не открывать дверцу и оставить внутри продукт на несколько часов, чтобы он готовился, так оно все и пойдет далее. Значимых для процесса приготовления колебаний не будет.
Эта духовка реально обеспечивает точный контроль и поддержание температуры по всему объему с шагом в 1 градус благодаря сенсорным температурным датчикам. В общем, ждем розбив методом sous-vide. В финале видео проверим, что получилось. А пока еще больше интересного об этой духовке Куперсберг. Объем рабочей камеры у нее 72 литра, ну не 66, например. Нет-нет, да и поместится побольше продуктов, которые нужно за раз приготовить. Там гусь покрупнее, картошечки побольше. Ну мало ли, семья большая, гости пришли. Раз уже упоминал я режимы нагрева, давайте о них немного подробнее. Повторюсь, тут благодаря точному сенсорному контролю температуры возможно использование невысоких температур от 30 градусов. Есть, например, специальный режим ферментации. Температуру тут можно выбрать от 30 до 45 градусов. Самое то для приготовления дрожжевого теста, закваски, каких-то домашних йогуртов. Еще важно, что здесь реальная конвекция. Есть не только вентилятор в задней стенке, но и кольцевой нагреватель вокруг, что позволяет максимально равномерно во время приготовления распределять горячий воздух, готовить нормально на разных уровнях, используя, например, сразу 2 противня из комплекта. Реальная конвекция в духовке имеет важные плюсы, не пренебрегайте ей. Если используете конвекцию с кольцевым нагревателем, можно устанавливать температуру немного ниже рецептурной, на 10-20 градусов. Плюс такой режим позволяет готовить многие блюда быстрее. Это дает еще и экономию электроэнергии. Но, конечно, тут поле для экспериментов. Только на практике с разными блюдами и рецептами становится понятно, какой режим для чего больше подходит и какой алгоритм использования настройки дает лучшие кулинарные результаты. Есть разные варианты гриля, классический, усиленный, а также гриль с конвекцией, чтобы готовить разные продукты, в том числе и разных размеров, там куски мяса, рыбу для подрумянивания, чтобы появлялась такая аппетитная корочка. Ну и по классике верхний и нижний нагрев с конвекцией и без, только нижний нагрев. Есть режим для пиццы и других замороженных полуфабрикатов. Работает нижний нагреватель и конвекция с кольцевым теном. Есть и специальный режим для аккуратного, но довольно быстрого размораживания продуктов без нагрева, обдув воздухом комнатной температуры. И тут лучше упакованными продукты размораживать. Плюс эта духовка укомплектована термощупом. Для него есть температурные настройки для контроля температуры внутри продукта, внутри мяса, по большей части, да. Это позволяет приготовить блюдо именно таким, каким вам хочется. Не забывайте, что эксперимент с термощупом и розбифом у нас тоже будет в видео, не только sous-vide, смотрите далее. Ну и вы видите, что тут сенсорно-слайдерное управление, все настройки, выбор режимов, температуры, таймер работы, отключения, часы, это все есть, и это все легко делается, активируется. Плюс такую гладкую сенсорную панель максимально легко и быстро можно очистить от загрязнений, если это требуется. Вся рабочая камера с эмалью легкой очистки. Вот брызги жира, например, от утки или еще там от чего-нибудь, их после приготовления, когда духовка остынет, легко удалить со стенок. Потому что сама эта эмаль, она не пористая. Правда, желательно не откладывать уход. Чудес не бывает, если засохнет все, то будет немного сложнее это все удалить. Ну и плюс эмалированные поверхности защищены от коррозии. Направляющие для противней съемные, поэтому в целом легко удалять любые загрязнения со стенок духовки. В комплекте с духовкой есть и телескопические держатели противней. Они полностью выдвигаются, это сильно облегчает готовку. И эти держатели, их можно установить на том уровне, который чаще используете. Удобно и безопасно. В плане самих противней тут классический комплект, обычный, глубокий и решетка. Все с ограничителями, с защитой от опрокидывания. Дверца духовки, та самая, с красивой ручкой. Здесь трехслойное остекление. Внутреннее стекло, так называемое атермальное. Простыми словами, это улучшенная теплоизоляция дверцы. Тепло отражается от стекла. А значит, хорошая энергоэффективность при нагреве, быстрее нагрев и вообще быстрее приготовление, меньше расход электроэнергии. Среднее стекло — это тоже дополнительная теплоизоляция. Оно способствует
раздельной циркуляции потоков воздуха. Речь о системе вентиляции дверцы. Это, в частности, минимизирует нагрев наружного стекла. Это важный момент. Нет риска обжечься, если прикоснешься случайно. Вся система легко разбирается, саму дверцу тоже легко снять, не нужны какие-то инструменты для этого, и поэтому без проблем все тут приводится в порядок, если нужно. Важно еще, что дверца духовки с доводчиками. Дверца мягко, без ударов, хлопков закрывается. Это комфорт использования. Открывать, кстати, тоже легко, потому что доводчики тут, они как бы в обе стороны работают. Мягкое открывание тоже. Дверца в нижнее положение, она так аккуратно опускается. Плюс безопасность, меньше риск случайных каких-то ожогов от горячего воздуха. Теплопотери, опять же, бывает, что случайно не до конца закрыли дверцу и не увидели, а блюдо уже готовится. А вот с доводчиками такого не случится, дверца закроется. В общем, тот, кто имеет опыт использования духовки с доводчиками и без, понимает, о чем я. Рекомендую брать именно с доводчиками. Теперь эксперимент с термощупом. Тоже готовим ростбиф, только запекаем его, и чтобы мясо получилось сочным, чтобы не пересушили мы говядину, но и чтобы она не получилась совсем не пропеченной, вставляем внутрь куска мяса термощуп. Он интегрируется в духовку, и далее нужно выбрать температуру внутри мяса. Для приготовления с термощупом доступны здесь значения от 40 до 99 градусов. Мы выбираем 65, надеюсь, что все получится. Дальше режим нагрева и общую температуру. И запускаем процесс. Еще немного, и будет результат. Смысл в том, что духовка все сама контролирует. Когда температура внутри мяса достигнет нужной, приготовление завершится. То есть на готовку уйдет ровно столько времени, сколько нужно для желаемого результата. И это время пользователю не надо засекать или как-то контролировать. Вставляйте проводной термощуп в мясо до того, как поместите его в духовку. Вводите острие там, где продукт имеет наибольшую ширину, так, чтобы кончик был в самом центре. Вводите острие на всю глубину и не вводите его в жир. Термощуп не должен касаться посуды. Убедитесь перед приготовлением, что дверца духовки не пережимает провод термощупа. Термощуп избавляет от необходимости открывать духовку во время приготовления. Чтобы проверить степень готовности. Не нужно протыкать мясо вилкой, опять же, для проверки готовности. Это нарушает целостность куска и плохо влияет на вкус, ведь теряется сок. Итак, результаты наших мясных кулинарных экспериментов с духовкой Куперсберг. Ростбиф методом су-вид в вакуумном пакете при низкой температуре. Готовили мы его несколько часов. Если мясо нужно к вечеру, просто положите его утром в духовку, и к ужину все будет готово. Как вариант. Конечно, если кусок мяса поменьше, например, стейк, то и готовится он меньше, по времени. Но в целом су-вид это, наверное, не на каждый день такая готовка. Зато как вкусно. Смотрите, мясо реально получилось сочным внутри. Все соки остались с мясом, что называется. Оно же готовилось, томилось в вакуумном пакете. Это очень вкусно реально. Для красоты возьмите кулинарную горелку и опалите мясо, чтобы оно выглядело таким запеченным. В общем, с ростбифом методом су-вид духовка Куперсберг справилась благодаря точному контролю и поддержанию нужной температуры и равномерному распределению нагретого воздуха по всему объему камеры. Никаких водяных бань, пара или кастрюль с водой. Зачет, реально очень круто. Термощуп, вернее ростбиф таким классическим способом, но с контролем степени приготовления мяса через термощуп. Режем и смотрим. Тут тоже все отлично. Мясо не пересушенное, не слишком сырое, но сочное и вкусное. При этом, как и в случае с су-вид, все, что мы сделали, это поставили мясо в духовку, и больше мы к нему не прикасались. По-моему, отлично. Люблю такие наши видео. После них остается вкусная еда. Тостер рекомендует эту духовку Куперсберг. Вы все видели сами, но есть навигация по видео, и можно вернуться к любому моменту. Красивая современная модель, объемная, реальная конвекция, выбор температуры от 30 до 250 градусов с шагом в градус, разные режимы нагрева, включая низкотемпературную ферментацию, эмаль легкой очистки в рабочей камере.
телескопические направляющие и термощуп в комплекте. Сенсорное управление само по себе вполне удобное, плюс панель легко очищается. Дверца с доводчиками, с трехслойным остеклением, все легко снимается, чтобы привести в порядок, если нужно. Реально крутая духовка, ссылка на нее в описании видео. Ну и вообще у Куперсберг много разной бытовой техники. Реально высокого класса духовки с разным дизайном, встраиваемые микроволновки, варочные поверхности. Можно все это легко в комплекты собирать. Ну и другие товарные группы, встройка, соло-техника, стиральные и сушильные машины, холодильники, посудомойки. Кстати, посудомойки стали в 2024 году самыми популярными в России в онлайн-продажах. Посмотрите наше видео о них, там без су-вид, но тоже интересно. Ссылка сейчас на экране и оставим в описании видео. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и на что вообще способна, какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме вкусной еды и современной кухонной техники. Заходите еще на сайт Toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК, там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Есть мы и на Рутюб, ищите там Тостер и подписывайтесь. До новых обзоров и тестов. Пока!